Всем привет! Рада, что заглянули ко мне на канал. В сегодняшнем видео я расскажу вам о маленькой птичке, которая славится своими великолепными способностями в строительстве. Название ремес происходит от камышовой синицы. Это птичий вид обитает в основном в кустах, тростниках и других зарослях, которые растут возле водоемов. Ремезы часто можно увидеть на болотах, каналах, озерах и других спокойных водных местах. Кроме того, они также известны как висячие или свисающие птицы из-за своих акробатических способностей. Они легко передвигаются по тонким веткам и прутикам. Их ареал обитания простирается через континент Евразию, образуя прерывистую полосу от Европы до Сибири. Несмотря на обширность ареала, распространение этой птицы неравномерно. В европейской части России ремезы чаще встречаются в южных районах. В период с апреля по октябрь некоторые виды мигрируют на юг Европы и Азии, а некоторые остаются на зимовку в Средиземноморье. Ремезы предпочитают обитать в зарослях ив, тростника, вдоль берегов рек и озер. Обыкновенный ремез – это небольшая птица. По размерам значительно меньше, чем воробей, с телосложением напоминающий миниатюрную синицу. Однако, в отличие от синицы, ремес имеет темную маску на голове. Размеры ее тела не превышают 11 см, а масса составляет не более 12 грамм. Его часто можно увидеть на ветвях деревьев, на берегах водоемов. Они активно прыгают и свободно перемещаются среди крон. Ремезы отличаются энергичным и уверенным полетом. У самцов верх тела окрашен в каштаново-коричневые тона, светлеющие в районе надхвостья. Черная маска, протянувшаяся от лба до кроющих перьев голову, является характерным признаком ремеза. У этих птиц присутствует половой диморфизм, хоть и не очень выраженный. Самки этого вида окрашены более скромно, их маска более широкая, и на груди отсутствует каштановый оттенок. Ремезы из северных популяций часто совершают сезонные миграции, тогда как южные виды склонны к оседлому образу жизни и даже могут формировать гнездовые поселения. Вне гнездового периода ремезы образуют небольшие стайки до 15 особей и могут собираться в значительных скоплениях. Для поиска корма они используют деревья, заросли камышей и кустарники. Главным источником питания являются мелкие насекомые и пауки. Также могут питаться и растительной пищей, такой как семена. Многих интересует, а поют ли пернатые, являются ли они певчими птицами. Они издают пронзительный свист, который, конечно же, не похож на соловьиную песенку. Он больше напоминает слово «ци-ци», нежели мелодию. Сезон размножения ремеза проходит в конце весны и начале лета. В конце апреля птицы прилетают на места гнездования и формируют небольшие группы. Однако стоит отметить, что опытные самцы обычно прибывают раньше остальных и успевают занять наилучшие места. Самец начинает строить гнездо, начиная с плетения кольца, которое крепится к двум концевым веткам. Затем он добавляет травинки и кусочки пуха, чтобы наращивать стенки гнезда. Этот процесс занимает около 2-3 недель. Во время строительства самец насвистывает для привлечения самки, и она уже может оценить его потенциал как партнера и качество гнезда. Самка обращает внимание на внешний вид самца, включая яркость его маски и размер гнезда. Большое гнездо позволяет сохранять температуру дольше, что дает родителю больше времени на поиск корма и уменьшает риски нападения хищников. Самка ремеза помогает самцу строить гнездо, утолщая дно, пока он занимается стенками. Она может отложить яйца даже в незавершенном гнезде, когда нет входной трубки и стены недостроены. Кладка может состоять от 3 до 9 яиц. Как только самец обнаруживает яйца, он тут же улетает, чтобы начать строить новое гнездо с другой самкой. Ремезы не являются верными партнерами, и в 35% случаев оба родителя покидают гнездо, оставляя потомство без присмотра. Чтобы защитить яйца от выпадения хищников, самка прячет кладку в толще дна. Хотя также есть мнение, что это может быть сделано, чтобы скрыть яйца от самца.
Примерно 80% из всех кладок высиживает самка. За один сезон, который длится с апреля по июнь, самка может успеть высидеть полностью 2 кладки или сделать до 6 кладок от разных самцов, но не высиживать их. Если самцы не участвуют в заботе о потомстве, они могут построить до 8 гнезд для разных самок за это же время. Однако ближе к концу сезона количество самцов, занимающихся яйцами, увеличивается. Вероятно, в этот период выгоднее вкладываться в уже отложенные яйца, так как число свободных самок и времени на постройку гнезд сокращается. Но если самец уже заботился о кладке, он не будет заниматься другой. Несмотря на то, что ремес обыкновенный не считается исчезающим видом, он все же понемногу теряет популяцию из-за множества факторов. Причины просты: загрязнение рек, облагораживание заросших водоемов, экологические катастрофы и другие неприятные для ремеза вещи. Так или иначе, экологи регулярно проводят миролюбивые процедуры, направленные на восстановление территорий для такой красивой и маленькой птички. Ремезам, особенно к их гнездам в местах, где они встречались хотя бы изредка, приписывались магические и лечебные свойства. Человек, нашедший гнездо, нес его домой. Сам факт находки расценивался как большая удача. Найденное гнездо подвешивалось под потолком, хранилось, переходило следующим поколениям. Причины бережного отношения к гнезду понятны. Оно гарантировало достаток, здоровье, продолжение рода. В случае возникновения ссоры между супругами, гнездо привязывалось к палке, ею символически били мужа и жену. Восстановление мира было гарантировано. Благодарю вас за то, что посмотрели этот выпуск до конца. Буду рада, если подпишетесь на канал и поставите лайк этому видео. Берегите природу и всем пока!